Вот, друзья мои, как мне объяснял Максим, это серийная термообработка. То есть, в том числе, дуракоустойчивая. А еще не серийная. Как бы это серийный нож. Вот это серийный нож. Ну, они делают также и кастомы. По индивидуальным заказам. Поэтому, возможно, будет возможность протестировать в том числе М390 в, скажем так, не серийной термообработке. Время пришло. Привет, YouTube. Сегодня у нас Сварн, кастомный выпуск М390 ТЦО на результатах тестов по резу каната. И начать я бы хотел сначала, друзья мои. Привет, YouTube. Привет, русскоязычное ножевое комьюнити. Сегодня у нас начало тестов по канату. И тем не менее, бенчмейт бараж со сталью М390 1300 резов. Что довольно важно понимать вообще во всей этой ситуации, это то, что из себя представляет в практическом применении кастомная термообработка М390. То есть в первом выпуске, который я делал про сварн серийной термообработки М390, я довольно много времени уделил, каким именно образом проходит термообработка на серийных моделях, серийные М-ки в компании Культратек. И надо четко понимать, что в принципе, да, как-то прыгнуть выше головы здесь достаточно сложно, если вообще возможно, не затрачивая каких-то гиперусилий или гиперденег для термообработки. Просто когда весь процесс выполнен правильно, толково и, что называется, с мыслью, изменить это как-то, улучшить это как-то категорически нельзя. Ну, в сущности, так и должно быть. Так что же тогда несет под собой термоциклирование, сложное термоциклирование, зачем оно делается? Собственно, непосредственно весь процесс я разбирать не буду, ввиду того, что кто я такой, чтобы о таком рассуждать. Я просто объясню то, что я понял со слов непосредственно Максима компании Культратек. Термоциклирование служит для того, чтобы повысить твердость у железки при вменяемой потере пластичности. На мой взгляд, это достаточно важно понимать, это один из ключевых моментов. То есть твердость не повышается просто так, все взаимосвязано, но определенные процессы позволяют улучшать, скажем так, структуру металла и при этом не сильно терять в пластичности. И вот задача была, собственно говоря, сделать эту М-ку, конкретно на этом сварне, по суше. То есть понижается дуракоустойчивость, повышается агрессивность реза, повышается уровень первичной остроты, повышается, так скажем, зубастость при работе и так далее, и так далее, и так далее. Вот это изначальные моменты, которые заложены в логику подобной термообработки на этом кастомном выпуске сварна. Подчеркну еще раз, это кастомная термообработка, в серию она не идет по очевидным причинам. Серийный нож должен быть относительно дуракоустойчивым и с высокой степенью пластичным, несмотря на то, что серийная М390 была 63 единицы по Роквеллу, здесь 64,5. Так вот, к чему это все пришло? Есть два, наверное, ключевых момента, которые я хотел бы пояснить. То, вернее, их больше. И самое основное, это то, что мне тяжело это сравнивать с первой серийной М-кой. Во-первых, это было давно, больше, чем полгода тому назад. Во-вторых, что важно, первая серийная М-ка это был первый пробой такого количества резов. Вот такого количества резов до этого не было. Как бы ты ни рассчитывал, как бы ты ни подходил к тестам, когда ты делаешь вот какой-то пробой куда-то, да, то есть когда ты начинаешь прорезать значительно больше, чем резал до этого, ты раздвигаешь границы, ты в любом случае идешь как бы сквозь некую чащобу и, продираясь, ты тратишь свою энергию и силы.
Это, наверное, очень замыльно звучит, но смысл в том, что второй подобный тест, он всегда пройдет интереснее. Так вот, здесь, мне кажется, ситуация более применима к сравнению со 110-кой. Так вот, если сравнивать со 110-кой, у меня есть два ключевых компонента. Первый. 110-ка все-таки, при всем при этом, она режет немножко более, скажем так, зубасто. То есть, поймите правильно, ни в случае 110-ки, ни в случае с М390 ТЦО нет никаких даже похожих каких-то элементов, что нож где-то мылить начинает и так далее. Но если сравнивать именно 110-ку и М390 ТЦО, то 110-очка все-таки, она чуть-чуть более зубастая. Чуть-чуть. Не сильно, но более зубастая. Это первый момент. А второй момент, вот это самая зверская первичная острота, какая у меня была вообще на канате. Привет, Сири. Какой сегодня день? Сегодня среда, 17 октября 2018 года. На третий, по-моему, день реза я заметил за собой, что я случайно прорезал 200 или 300 резов подряд. То есть, как это происходит обычно? Стоит рядом планшет, на планшете что-то играет, типа сериала. Обычно они все меня не сильно интересуют, потому что неинтересно, скучно смотреть. Но местами бывает, что интересно и не скучно. Но так как ты это смотришь во время работы, как фоном, как радио, то ты, собственно, не вникаешь. А вот тут ты вроде как вникаешь, вроде как начинаешь понимать, что происходит, и такой типа как бы следишь за событиями, и в этот момент что-то делаешь. И вот я поймался на мысли, что я в этот момент что-то делаю, прорезал 300 раз. Вместо 100 положенных. На третий день работы. То есть это там уже было 1002-3, условно говоря. Потому что вообще культратеки, они значительно бодрее работают на первом этапе. То есть, если какой-нибудь простенький нож, он достаточно быстро садится, и после первого-второго захода 200-300 резов ты уже начинаешь входить в полный цикл, ты режешь по 100, с отсечками и так далее, то культратек, он позволяет там пару дней работать до 2000 резов обычно, с эмкой, со 110-кой, вот сейчас, без каких-либо напрягов. То есть, железка все-таки значительно приятнее. И вот когда это произошло, я понял, что сейчас я работаю ножом с самой высокой первичной остротой и степенью ее удержания. Но все-таки, если, грубо говоря, предположить примерно как бы некую кривую изменения 110-ки и М390, то вот первичную остроту, именно первичную, супер-супер-супер легкую, супер такой кайфовый рез, а 110-ка держит очень мало. Но зато вот этот ее зубодробительный, тяжелый, сложный рез, она держит вообще безумное количество времени. М390 вела себя не так. Вот этот вот кайфовый первичный рез, именно как бы зубастый, агрессивный, он держался долго. Очень долго. Многие ножи столько вообще не отрезают на всей, скажем так, своей остроте, как первичной, так и рабочей. А вот рабочая острота у ТЦОшной М-ки, она все-таки падает быстрее. И тут, мне кажется, химсостав стали играет не последнюю роль. Мягко говоря, не последнюю роль. И, на мой взгляд, это очень интересно, потому что, во-первых, это показывает, что металл, да, как бы какой бы он ни был мощный, какой бы он ни был интересный, он все равно ведет себя немножко по-разному. И вот есть как бы уверенность у некоторой группы людей, что вообще вот подобного рода тестирование, скажем так, с длинным забегом, оно не имеет никакого смысла, потому что поведение сталей, оно идентичное. В одних и тех же группах, условно говоря, оно идентичное. Но, как я это вижу, это не совсем верно, потому что 110-ка и М390 ТЦО вели себя на канате совершенно по-разному. Просто совершенно по-разному. Привет, Сири. Какой сегодня день? Сегодня четверг, 1 ноября 2018 года. Пухлая банка.
110-ка по-прежнему чемпион. Ну и главный вывод, друзья, который я хотел бы сделать по результатам этого тестирования, что все только начинается по большому счету. Впереди нас ждут, я надеюсь, очень забавные звери, на фоне которых М390 ТЦО, типа 110-ка, все это покажется таким детским лепетом. Но это дело будущего. На сегодня все. Пока. Постарайся понять, тупая ты неотесанная бомжина. Постарайся понять. Я высокотехнологичная, серьезная железка с феноменальным уровнем первичной остроты. Я буду резать тогда, когда ты вообще ничего сделать не сможешь. В принципе, чтобы резать тобой, нужен экскаватор, чтобы нагружать нож. Тобой ножи покупают только какие-то непонятные люди, которые не понимают, не разбираются в вопросе. Чисто на хайпе все это ловят. И вообще ты это понимать-то в состоянии, нет? Ты чувствуешь это? Ты слышишь это? Этот запах воодушевления, восторга, запах обожания, когда на тебя смотрят как на небожителя. Это запах победы. Чувствуешь?